Всем привет! Перед нами ноутбук Lenovo, который лежит у меня очень давно, и у него есть некоторые проблемы с жестким диском, он не работает. И сегодня мы его восстановим. Ноутбук приобретет новый накопитель, также попробуем восстановить операционную систему и все остальное, что нам потребуется. Здесь вы можете наблюдать перемотанную зарядку. Однажды его погрыз кролик. Это не вы случайно кролик? Нет, это не кролик. Также здесь однажды менялась матрица. Здесь она была матовая, теперь глянцевая, но это не проблема. Также здесь отсутствует пару кнопок, которые ликвидировались самостоятельно, никто их не ломал. SSD будем использовать тот же самый, что мы использовали в сборке предыдущей. Можете посмотреть ролик последний мой. Я думаю, что в ноутбуке он будет куда практичнее использован. Старый жесткий диск, который здесь был, это BlueVD. В принципе, неплохой, но свое отслужил. Оперативной памяти здесь очень мало, всего 2 гигабайта. Так, единственное, не нашел ползунки от старого жесткого диска, куда я их скрутил, я не помню. Ну, давайте без него, без крепления. Просто здесь что-нибудь сейчас проставим, чтобы он как бы не съезжал и работал нормально. Так, еще здесь менялся дисковод. В общем, назовем этот проект Франкенштейн. Франкенштейн должен у нас заработать, это наша цель. Еще чуть не забыл, здесь у нас проклеено у Франкенштейна крепление крышки, потому что здесь они отломаны. Итак, накатываем теперь винду. Здесь стояла 8. Для Lenovo мы уже знаем, какая нужна операционная система с поиском Bing. Она у меня есть. Попутно загружаем драйвера для корректной работы ноутбука в последующем. Обязательно выставляем HI-мод для SSD-шника. Ну и все, флешечка запустилась с установщиком. Сейчас устанавливаем, и у нас здесь новая операционная система. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня. Развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть все нелегко. Ну что ж, операционная система установлена, все работает, все прекрасно. Параметры компьютера можете видеть на своих экранах. То есть здесь процессор Intel Celeron B830, 1,8 ГГц, частота процессора, оперативной памяти 2 гигабайта всего лишь. Видеочип здесь встроенный в процессор, то есть дискретной здесь видеокарты нет, к сожалению. Еще немного по процессору, значит техпроцесс 32 нанометра и, естественно, он имеет 2 ядра, ну и 2 потока. Также устанавливаю все необходимое ПО. С ноутбуком есть некоторые проблемы, особенно с сетью. Сейчас буду пытаться решить. Развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано. Меня излечат собственные раны. Ну что же, восстановление Франкенштейна окончено. В принципе, все работает практически. Также операционная система Windows 10, которую я все же установил вместо 8, активирована успешно. Я даже и забыл, что я когда-то обновлялся на 10, и поэтому здесь с активацией проблем не было. Тем лучше, потому что 8 вообще никуда не годится. Имеется небольшая проблема с Wi-Fi адаптером. А именно, он не видит никаких сетей. Плюс, в диспетчере устройств он вовсе не определяется как беспроводное устройство. То есть в данном случае, на данный момент, на ноутбуке отсутствует нормальный исправный Wi-Fi адаптер. Специально заказывать сюда какие-либо модули я не вижу смысла, ноутбук очень старый, на то он и Франкенштейн. А так в целом машина рабочая. Купим сюда USB Wi-Fi адаптер. Вот и все. Конечно же, можно считать оживление этого ноутбука неполноценным, потому что, во-первых, здесь отходит кабель питания. Во-вторых, конечно же, лучше было бы заменить клавиатуру, и, естественно, Wi-Fi адаптер тоже стоило бы заменить. Но это не меняет то, что ноутбук все-таки рабочий, и все задачи, которые ему необходимо, он будет выполнять. И кто-то вовсе бы его выкинул, но не в моем случае.
Компьютер будет жить, будет работать, в офисных целях будет реализован полностью. Уже сказал, USB Wi-Fi адаптер здесь будет стоять, Wi-Fi он будет принимать. Оторванные кнопки на клавиатуре все-таки работают, поэтому проблем нет. Ну и здесь в штекере зарядки, который отходил, я здесь поковырялся иголочкой, чуть выгнул контакт, и теперь все-таки он практически не отходит. Так что плюс одно устройство в копилочку семейной техники. Надеюсь, что ролик вам понравился. Надеюсь, что вам нравятся старые компьютеры и как они приобретают новую жизнь. Ну и на этом все. Всего вам хорошего. Где же ты, моя? День к концу. Новый оживленный ноутбук, блин. Выкинул он нахуй в помойку. Кого обманывают-то? Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Мне хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо.